Как сухожилия влияют на силу атлета? И есть ли тут прямая зависимость, чтобы выйти на пик своих возможностей? А если это так, то как укрепить сухожилия? Давайте во всем этом разбираться и смотреть упражнения. Перед тренировкой я всегда уделяю время разогреву. Я прогреваю локти, плечи с резиной, различными упражнениями на многоповторку, и резина должна быть очень эластичная, и та, которую вы используете для подтягиваний, не подойдет. Она жесткая. Когда у меня были проблемы с локтем, плечом, я начал использовать такие движения, которые делаю сейчас. Памплюсь так перед каждой тренировкой, но не до усталости. Чтобы минимизировать повреждения на тренировках, включайте в нее и растяжку. Например, у многих дискомфортные ощущения появляются в области кистей от стойки на руках или отжиманий. Для подвижности плеч подойдут провороты с резиной или на турнике, или растяжка на шведской стенке. Это также поможет без последствий выполнять выходы на 2, медленный выход с закрученными кистями на турнике, брусьях или кольцах. Зачем и как тренировать сухожилия? Травмироваться можно в двух крайностях. Первое, когда мы только начинаем, мы мало тренированы. И второе, когда на пике формы. Если сухожилия тренированы и в здоровом состоянии, без травм, то они защищают от возможных повреждений и перенапряжений. А если с сухожилиями что-то не в порядке, то они уже не смогут ограничивать нашу силу. И мы легко перейдем допустимый порог в нагрузке на мышцы и надорвемся. Есть несколько вариантов, как укрепить сухожилия на руках. Во-первых, работайте над нейромышечной связью, то есть на улучшение техники движений с небольшой нагрузкой. Не допускайте перетренированности. Когда сильная крепатура, отдохните еще день-другой. Если чувствуете, что ноют плечи, локти, запястья, то тоже лучше не усугублять и сделать перерыв. Ну и пересмотрите нагрузку в будущем, очевидно, вы не восстанавливаетесь. Также всевозможные варианты укрепления сухожилий – это статика на согнутых руках, на брусьях, турнике или в отжиманиях. Когда мышцы разогреты, они более эластичны и готовы к максимальной работе. Из этого вытекает, что растяжка способствует здоровью суставов. Достаточный и качественный сон, питание тоже способствуют восстановлению. Об этом и про влияние сухожилий на силу поговорим подробнее дальше. Ребят, а если вы недавно начали свои тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. Двигаемся дальше к сюжету. Сухожилия максимально укрепляются, когда мы работаем минимум на 70% от своих максимальных показателей в силовых движениях. Это базовые движения, в которых работают 2 и более сустава. Подтягивание, отжимание, приседание. Тут правильная техника важна в первую очередь. Если вы можете только со своим весом подтянуться до 10 раз, то тут уже будут тренировать сухожилия. Нагрузка будет достаточная. А если вам легко, то можно использовать дополнительное отягощение. Старая школа культуристов считают, что для тренировки связок нужны только лишь базовые упражнения, в которых и так укрепляется все, что надо, без вспомогательных упражнений. Да, есть еще разные упражнения на изометрию, статику, сгибание твердых предметов. Но тут есть разные мнения, мол, это не помогало укрепить связки, а просто выглядело зрелищно. Есть ли тут связь с силой? Наша сила проявляется вот как. Мозг передает сигнал к мышцам, которые крепятся к сухожилиям, а те к костям. Мышечные волокна сокращаются, тянут сухожилия, а они уже заставляют двигаться кости. И так происходит движение руки, ноги и так далее.
Есть мнение, что чем более тренированный атлет и крепче сухожилия, тем больше потенциал силы. Например, в подтягиваниях с большим отягощением мы можем подать нейромышечный сигнал, и если сухожилия достаточно прочные, то мышцы могут включиться, скажем, на 90-95% от максимума и потянуть этот вес. Но всегда есть ограничения в нагрузке, и они как раз в сухожилиях, для того, чтобы не дать травмироваться. И у малотренированных атлетов сухожилия позволят напрячься мышцам уже меньше, скажем, на 70%, и такой атлет будет слабее. Многие путают связки и сухожилия. Разберемся. Кстати, для удобного закрепления этого материала я оставлю текстовую расширенную версию в телеграм-канале Владарович. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами. Можно пообщаться, задать вопросы, нас там более 3000 человек. Заглядывайте. Связки соединяют крепление костей, а сухожилия соединяют мышцы с костями. Ученые говорят, что сухожилия могут укрепиться до 80% и стать толще до 40%. Всего лишь за 3-5 месяцев правильных нагрузок. А связки по своей структуре почти не меняются, до 5%. Поэтому как укрепить связки – это немного неправильный запрос. Они не связаны с мышцей. А вот что действительно можно укрепить – это сухожилия, окончания мышц. Для связок нужен просто достаточный отдых между тренировками, чтобы они не разрушались. Ну и соответствующий рацион питания тоже помогает сохранить наши локти, плечи и другие суставы в лучшей форме. Из полезных в рационе это рыба, морепродукты, яйца, молочная продукция и желатин. Важны тут и витамины Е, Ф, С и Д. А есть и продукты, с которыми лучше не частить для здоровых связок. Например, газировка, копчености. Теперь по сухожилиям. В любой секции силовых видов спорта первые месяцы атлеты делают тренировки много на силу и укрепляют сухожилия. Работают над связками, чтобы потом быть подготовленными к серьезным нагрузкам и не получать травм. Мышцы растут быстрее, чем укрепляются сухожилия, и не стоит в первые месяцы и даже первый год тренировок стремиться к серьезным результатам. Дайте укрепиться сухожилиям. Вообще специалистами считается, что примерно до 25 лет можно наилучше укрепить сухожилия, если вы тренировались, а после этого возраста уже эффект будет не такой заметный, но все же будет. Если у вас случались когда-то неприятные ощущения в локтях, плечах и вы продолжали тренироваться, то это не очень хорошо в долгосрочной перспективе. Или же после того, как дискомфорт пропал, вы после перерыва сразу вернулись к нагрузкам, и сухожилия еще не восстановились, все будет накапливаться. Дискомфорт, который ощущается, проходит быстрее, чем заживление внутри сустава. Дайте больше отдыха после того, как по ощущениям уже все в порядке. Или вот еще частая ситуация. Не стоит необдуманно, без подготовки, соглашаться побороться на руках или на какую-либо большую непривычную нагрузку. Легко травмироваться, и как минимум на следующий день у вас будут ныть суставы, и вы какое-то время не сможете тренироваться. Какие выводы вы для себя сделали, и если остались вопросы по укреплению сухожилий, пишите в комментариях. Нажимай на плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.